Удивительная вещь происходит со Сталиным уже много десятилетий подряд. Его образ будто бы специально держат в двух крайностях. Для одних он только победа, индустриализация, сверхдержава, для других это исключительно репрессии, лагеря и страх. А когда спор заходит слишком далеко, появляется самый тяжелый аргумент. И очень странно, это сравнение с Гитлером, потому что он избавляет от необходимости разбираться в фактах, документах и контексте эпохи. Именно этим пользуются на Западе. Достаточно произнести привычное заклинание «два диктатора», и можно уже не задавать неудобных вопросов. Но сравнивать Сталина с Гитлером вообще бессмысленно. Это очень глупо. Гитлер развязал мировую войну, построил государство на расовой теории, организовал уничтожение миллионов людей по национальному признаку. Его политический проект закончился Нюрнбергским трибуналом и всеобщим осуждением, ну и пулей в голове. Поэтому мы поступим иначе. Мы будем сравнивать Сталина не с человеком, которого судила сама история, а с теми, кого принято называть лидерами свободного демократического мира, с Франклином Рузвельтом, с Уинстоном Черчиллем, Гарри Трумэном, руководителями Франции времен Третьей и Четвертой республик. С теми людьми, а точнее их периодами правления, которые сегодня принято изображать образцом гуманизма и демократии. Это уже третий выпуск нашего цикла о Сталине. В первом мы прошли его путь от мальчика из Гори до генералиссимуса победы. Во втором говорили о войне и о отставке верховного главнокомандующего. Теперь пришло время поговорить о другом, о мифах, о том самом привычном образе Сталина как абсолютного якобы воплощения зла, существовавшего будто бы на фоне такого цивилизованного Запада. Это проект защиты исторической справедливости и патриотического движения «Победа 945». С вами я, Павел Кухаркин. Я вас, конечно же, традиционно призываю не только смотреть наши выпуски, но и подписываться, ставить лайки и, самое главное, писать комментарии. Ну а теперь поехали. Есть одна странность, когда речь заходит о Советском Союзе. События первой половины 20 века часто рассматриваются через современные представления о правах человека, современной политической культуры и допустимых действиях государства. Но стоит перевести взгляд на другие страны той же эпохи, как подходы сразу меняются. Вдруг выясняется, что это другое. Ведь времена были сложные. Действовали чрезвычайные законы, шли войны, существовали исторические обстоятельства. Вот все в таком подобном духе. Как говорили древние римляне, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но мы не собираемся отрицать трагедии советской истории. Не будем утверждать, что там не было репрессий. Не будем делать из Сталина исключительно святого. Потому что история вообще плохо уживается с житиями святых политиков. Но мы предлагаем совершенно другую вещь. Одинаковые правила для всех. Если мы говорим о репрессиях, давайте сравним репрессии. Если говорим об ограничении прав, давайте посмотрим, как это выглядело не только в Москве, но и в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Если обсуждаем депортации, лагеря и насилие, давайте применим одну и ту же мерку ко всем современникам Сталина без исключений. Потому что иначе получается не история, а какая-то тупая пропаганда, в результате которой советский руководитель превращается в такого вот страшного человека 20 века. А остальные участники той эпохи выходят из зала суда прямо в белых перчатках. Хотя именно они управляли колониальными империями, вводили чрезвычайные режимы, лишали людей гражданских прав и принимали решения, ценой которых становились миллионы человеческих жизней. Начнем мы с колыбели демократии, как сейчас принято считать в западном мире. И это не Греция, а Соединенные Штаты Америки. Сегодня именно США чаще других выступает в роли мирового арбитра по вопросам прав человека, свободы слова и демократии. И именно из Вашингтона любят объяснять остальному миру, как должны выглядеть справедливые государства в цивилизованном обществе. Давайте откроем американскую историю времен Сталина, а точнее его американских коллег. В те самые годы, когда Советский Союз обвиняет в тотальном бесправии, в Соединенных Штатах существовала система, которую невозможно назвать иначе как официальным государственным расизмом. И этот расизм не был банальным попустительством власти в таком своенравном обществе. Напротив, он был легализован и закреплен на законодательном уровне законами Джима Кроу. Они действовали с 19 века до 1960-х. Только вдумайтесь, до 60-х годов 20 века. Вдумайтесь, когда Элвис Пресли играл рок-н-ролл и ездил на своем Кадиллаке, люди другого цвета кожи вообще людьми не считались, и это было на государственном уровне.
Что я имею в виду? Это раздельные школы, раздельные больницы, раздельные вагоны поездов, раздельные залы ожидания, раздельные туалеты, раздельные входы в рестораны и кинотеатры. Таблички только для белых, либо только для цветных были такой же частью повседневной жизни, как почтовые ящики или вывески магазинов. В Алабаме, Джорджии, Луизиане, Миссисипи и ряде других штатов действовали законы, запрещавшие браки между белыми и людьми другого цвета. В некоторых штатах подобные ограничения сохранялись вплоть до 1967 года. Вдумайтесь, все это происходило не где-нибудь на задворках мира, в каких-то отсталых странах третьего мира. Это происходило в стране, которую сегодня принято называть символом свободы. При этом речь шла не о нарушении отдельных чиновников. Еще раз повторяю, это была норма закона. А в Советском Союзе братство народов всех республик. И если советскому человеку сегодня рассказывают, что он жил в стране тотального бесправия, то неплохо было бы задать вопрос, как назвать государство, где цвет кожи определял, в какую школу пойдет ребенок и из какого крана человеку разрешено пить воду, и может ли он вообще сесть на лавочку в парке. Но сегрегация была лишь частью картины, ведь была еще одна американская традиция, куда более страшная – линчевание. По данным института Таскиги, с 1882 года по 1968 год в США были зарегистрированы 4743 случая линчевания. Большинство жертв составляли именно афроамериканцы. Толпы людей убивали подозреваемых прямо на улицах, подвешивали к деревьям, сжигали заживо, фотографировались рядом с телами. После фотографий таких расправ продавались в виде открыток. Их отправляли родственникам. Их хранили в семейных альбомах. И это не сцены из фильмов ужасов, это реальные США первой половины 20 века. Разумеется, можно возразить, линчевали не власти, а толпа, но возникает неудобный вопрос. Почему десятилетиями государство, обладавшее судами, полицией, федеральной властью, не смогло остановить подобную практику? Почему федеральный закон против линчевания так и не был принят в те годы? Ответ прост. Потому что значительная часть политической элиты считала происходящее нормой, так как население с другим цветом кожи на государственном уровне, в принципе, не считалось особо полноправными людьми. Но если вы думаете, что на этом все заканчивается, то у меня для вас плохие новости. Давайте перенесемся в 1942 год. Именно тогда Рузвельт подписал исполнительный указ номер 9066, по которому после нападения Японии на Перл-Харбор американское правительство получило полное право выселять людей из районов, признанных военными зонами. Под действие указа попали исключительно американцы японского происхождения. Около 120 тысяч человек были вывезены в концентрационные лагеря по национальному признаку. Все они являлись гражданами США, и почти 2/3 из них являлись гражданами США по рождению. Их не судили, им не предъявляли обвинений, не доказывали индивидуальную вину, достаточно было происхождения. Людям давали несколько дней на сборы, они распродавали имущество за бесценок, оставляли дома и работу, после чего отправлялись за колючую проволоку. Позже американские власти признают несправедливость этих действий. В 1988 году президент Рейган подпишет закон о выплате компенсаций оставшимся в живых интернированным. Но, как мы видим, песни про депортацию народов СССР побеждают на Евровидении и других национальных конкурсах, но подобные песни про другие такие вот депортации, они даже не появляются в музыкальном пространстве западных площадок и уж тем более не побеждают на международных конкурсах. Любопытно и другое. Когда речь заходит о советских депортациях, нам подробно объясняют коллективную ответственность и нарушение прав человека, ну и так далее. Когда речь идет об указе Рузвельта, говорят, что, слушайте, времена были тяжелые. А теперь перейдем к стране, которую на протяжении десятилетий принято ставить в пример как образец политической культуры. Парламентские традиции, уважение к свободе слова. Все это про Великобританию. Точнее, Британской империи времен Уинстона Черчилля. Это различие принципиально. Потому что в первой половине 20 века Британия была не просто европейским государством с многовековой парламентской системой. Она оставалась крупнейшей колониальной державой мира. Под властью Лондона находились Индия, Бирма,
Цейлон, значительная часть Африки, десятки других территорий. Речь шла о сотнях миллионах людей, судьбу которых определяли решения, которые принимались в Вестминстере. Эти люди не участвовали в выборах британского парламента, не определяли состав правительства, не могли влиять на политику империи, частью которой они, собственно, и являлись. Для британского аристократа демократия действительно существовала. Но вот для значительной части подданных империи она заканчивалась там, где начиналось колониальное управление. Именно поэтому разговор о Великобритании времен Черчилля невозможно свести к образу стойкого премьера военных лет. Чтобы понять эпоху, нужно смотреть не только на Лондон, но и на Индию. К началу 40-х годов британская Индия была страной с населением около 400 миллионов человек. Больше, чем население большинства европейских государств вместе взятых. Именно отсюда Британия получала сырье, налоги, рынки сбыта и человеческие ресурсы. За годы Второй мировой войны через британские вооруженные силы прошли около 2,5 миллионов индийцев. Даже для вопросов обороны Англии, благодаря своей колонии. Но защита Британии не означала, что индус становится ровней британцу. Индийцы могли воевать за империю, могли погибать за империю, но не могли определять ее политику. В 1942 году, когда Великобритания вела тяжелую борьбу против нацистской Германии, Индийский национальный конгресс потребовал от Лондона дать четкий ответ: получит ли Индия независимость после войны? Ответа не последовало, и в августе того же года началась кампания «Прочь из Индии». Махатма Ганди призвал британцев уйти из страны. Неру поддержал это требование, после чего практически все были арестованы в течение нескольких часов после начала такой кампании. По различным оценкам, за время подавления движения были задержаны свыше 60 тысяч человек. Против демонстрантов применялась полиция, армия. В ряде провинций вводились чрезвычайные меры. Протесты сопровождались стрельбой, разгоном митингов и массовыми убийствами. Через год британскую Индию постигла еще более страшная трагедия – голод в Бенгалии. В 1943 году на востоке Индии начался продовольственный кризис, который очень быстро превратился в гуманитарную катастрофу. Современные оценки числа погибших различаются. Наиболее часто в научной литературе встречается цифра свыше 3 миллионов человек. Еще раз, 3 миллиона человек погибло от голода. Британские историки объясняют голод тем, что японская оккупация Бирмы привела к прекращению поставок риса, война нарушила привычную систему перевозок, на рынках началась паника, резко выросли цены и спекуляция усугубила ситуацию. Однако не забывают самый важный аспект этой трагедии. Бенгалия находилась под управлением британской администрации. В 1942 году власти реализовали так называемую политику Дэниел, иными словами, политику выжженной земли. В прибрежных районах изымались запасы риса и реквизировались лодки, объясняя это тем, что в случае японского вторжения противник не сможет использовать местные ресурсы. По данным ряда исследователей, были изъяты или уничтожены десятки тысяч тонн продовольствия. Британский журналист Стивенс, находившийся тогда в Индии, описывал улицы Калькутты, заполненные трупами и истощенными людьми. Люди умирали возле магазинов, на вокзалах, у стен административных зданий. Но британское правительство не просто не отреагировало на трагедию, оно запретило об этом даже говорить. Но почему-то мы не слышим от западных политиков формулировок по типу «голодомор» или «геноцид». Мы не слышим фраз, что Британия ненавидела индусов и решила их всех массово истребить. Напротив, об этих историях вообще не принято говорить в приличных обществах. Другое дело говорить о плохом Сталине, который просто хотел всех уничтожить, заморить голодом и уничтожить весь советский народ. Давайте разберемся с тем, что обычно называют главным доказательством преступлений сталинской эпохи. Когда разговор заходит о репрессиях, лагерях и ГУЛАГе, очень часто вспоминают не архивные документы, не статистические сборники и не публикации в государственных архивах. Вспоминают Солженицына и его «Архипелаг ГУЛАГ». Ну ладно. Для нескольких поколений именно эта книга стала главным источником представления о масштабах сталинских репрессий. Ее цитировали журналисты и политики, на нее ссылались публицисты. Для многих людей она заменила собой целую библиотеку исторических исследований. Но здесь возникает вопрос, который обязан задать любой человек, занимающийся историей. Что такое архипелаг ГУЛАГ вообще? Может, это историческое исследование? Или архивная работа? Сам Солженицын отвечал на этот вопрос вполне определенно. В предисловии книги он написал, что не является историком. Он назвал ее произведение
опытом художественного исследования. Среди источников указывались собственные воспоминания, письма, рассказы и свидетельства людей, прошедших через лагеря и следствия. И это, знаете, очень важное обстоятельство, потому что свидетельство очевидца и архивный документ далеко не одно и то же. Свидетельство позволяет увидеть субъективное человеческое измерение трагедии, понять его страхи и боль. Но подобный подход никогда не может дать объективной оценки масштаба. Историческая наука устроена иначе. Она требует проверки. Долгое время такой возможности не существовало. Советские архивы были закрыты, а западные авторы в целях пропагандистских спецопераций опирались на эмигрантские свидетельства к субъективной оценке. Когда речь заходила о количестве политзаключенных в сталинскую эпоху, одни назвали цифры в несколько миллионов, другие в десятки, третьи говорили уже о 60 миллионах жертв. И чем дальше от автора были документы, тем больше становился масштаб. Ситуация изменилась в конце 80-х и начале 90-х. Историки получили доступ к архивам. Появились публикации Государственного архива Российской Федерации. Началась работа с фондами МВД, НКВД и прокуратуры. Именно тогда выяснилось, что архивная статистика существенно отличается от цифр, ставших частью публицистики. Согласно архивным данным, в период с 1920 по 1953 год по политическим обвинениям были осуждены около 3 миллионов человек. Эти цифры огромны. За каждой стоит человеческая судьба. Они не нуждаются ни в преуменьшении, ни в оправдании и так далее. Берем это как цифру. Но не отличаются от оценок в 20, 40, 60, 3 миллиарда человек и так далее, плюс погибшие и прочее. Это все то, что нередко встречалось в публицистике второй половины 20 века. Другие архивные публикации касались системы ГУЛАГа. По данным, опубликованным на основе документов МВД на 1 января 1950 года, в исправительно-трудовых лагерях содержалось около 2,5 миллионов человек. Это максимальный показатель за весь сталинский период. При этом речь идет не только о политических заключенных. Особенно интересной оказалась структура самого лагерного населения. В общественном сознании слово «ГУЛАГ» давно стало почти полным синонимом политических репрессий. Возникает образ миллионов людей, осужденных исключительно за взгляды, анекдоты, неосторожные слова, за все что угодно. Но архивные документы показывают вообще другую картину. По данным, опубликованным Виктором Земсковым на основе материалов МВД и НКВД, состав лагерного населения был неоднородным. На 1 января 1934 года в исправительно-трудовых лагерях содержалось около 510 тысяч человек, из них по статьям контрреволюционных преступлениях находилось около 135 тысяч человек, примерно четверть лагерного населения. На 1 января 1936 года при общем числе заключенных 840 тысяч человек политических было 106 тысяч. На 1 января 1937 года 105 тысяч. Затем наступил период большого террора. На 1 января 1938 года число осужденных по статьям составляло 185 тысяч человек, а в 1939 году 457 тысяч. Да, именно 1937-1938 годы дали резкий всплеск, который во многом сформировал представление о всей сталинской эпохе. Однако даже в эти годы лагерная система не состояла исключительно из политических заключенных. Подавляющее большинство составляли люди, осужденные по общеуголовным статьям. Как мы уже говорили, по архивным данным, к началу 1953 года в лагерях и колониях содержалось 2,5 миллиона человек. Соответственно, осужденных по контрреволюционным статьям насчитывалось до 470 тысяч человек, большая часть из которых сидела не за анекдоты, не за критику советской власти, а за доказанное сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками. И даже при этом политические заключенные составляли менее пятой части всего лагерного населения. Есть еще одна деталь, которая редко появляется в популярных дискуссиях. ГУЛАГ — это не только лагеря. Существовали исправительно-трудовые колонии, тюрьмы, специальные поселения, ссылки. Нередко в массовом сознании все эти категории объединяются лишь в одну цифру, хотя сами архивные документы их разделяют. Например, часть осужденных по политическим статьям отбывала наказание именно в колониях, а не в лагерях. Согласно опубликованным архивным материалам, в предвоенные годы около 17,9% политических заключенных находились именно в колониях. После разговора о репрессиях, лагерях, колониях и двойных стандартах неизбежно возникает вопрос: таким же был Сталин, гениальным правителем или
или все-таки чудовищем, или все-таки человеком своей эпохи. Эпохи, в которой государства первой половины 20 века редко позволяли себе роскошь гуманизма в современном понимании этого слова. Наверное, самая большая ошибка — искать простой ответ. Сталин не был святым правителем, но и никто из святых правителем не был тоже. Но и образ демонического монстра, стоящего особняком от всего 20 века, очень плохо выдерживает соприкосновение с историческими фактами. Когда он пришел к власти, Советский Союз оставался преимущественно аграрной страной. По данным переписи 1926 года в СССР проживало 147 миллионов человек. Подавляющее большинство населения составляли крестьяне. Страна пережила революцию, гражданскую войну, иностранную интервенцию, испытывала нехватку квалифицированных кадров. Современной промышленности вообще не было инженерной базы. Менее чем за 3 десятилетия эта страна изменилась до неузнаваемости. В годы первых пятилеток были построены Магнитогорский металлургический комбинат, Днепрогресс, Уралмаш, Челябинский тракторный завод, Горьковский автомобильный завод, Новокузнецкий металлургический завод и многие другие предприятия по всей стране. С 1928 по 1940 год объем промышленного производства СССР вырос в несколько раз. По общему объему промышленного производства Советский Союз вышел на второе место в мире, уступая только США. Но особенно важным оказалось другое. Страна создала собственную оборонную промышленность. К началу Великой Отечественной войны СССР обладал крупнейшей танковой промышленностью Европы, мощной авиационной отраслью и развитой системой военного производства. Именно эти заводы, эвакуированные в 1941 году за Урал, продолжили выпускать танки, самолеты, артиллерию и боеприпасы тогда, когда значительная часть европейской территории страны оказалась под оккупацией. Победа в войне не возникла сама собой. За ней стояли миллионы людей, но стояли и решения, принятые задолго до июня 1941 года. И это не укладывается с желанием просто всех посадить и репрессировать, с тем, как выстраивалась целая система совершенно новой страны. После войны Советский Союз не исчез с политической карты мира, как прогнозировали многие западные наблюдатели. Напротив, из страны, потерявшей около 27 миллионов человек, он превратился в одну из 2 мировых сверхдержав. В 1945 году СССР вошел в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. В 1949 году создал собственное ядерное оружие, а в начале 50-х годов обладал одной из крупнейших научно-технических систем мира. Была ли цена этих достижений высокой? Безусловно. Но значит, были не одни репрессии, был прогресс и развитие. Историки спорят об этом до сих пор, но сам факт этих достижений отрицать попросту невозможно. И здесь возникает еще одно обстоятельство, которое редко оказывается в центре дискуссий. 20 век в СССР был временем социальных лифтов. Жуков родился в семье крестьянина в Калужской губернии. Рокоссовский происходил из семьи железнодорожного служащего. Королев был сыном преподавателя. Курчатов вырос в семье землемера. Туполев родился в семье провинциального нотариуса. Калашников был 17-м ребенком в крестьянской семье. Миллионы людей впервые вообще получили возможность получить образование, о котором их родители не могли даже мечтать. Для сына крестьянина или рабочего путь в инженеры, конструкторы, офицеры или ученые перестал быть вообще исключением. И вспомните, что в этот момент происходило в США. Там действовала расовая сегрегация. Британская империя управляла сотнями миллионов колониальных подданных без учета их воли. Да, СССР переживал репрессии, некоторые политические кампании и жесткий государственный контроль. Нужно помнить, что каждое из этих государств было ребенком своего времени. И напоследок, если вы от кого-то услышите фразы, что Сталин был кровожадным, ненавидел свой народ и хотел всех расстрелять и уничтожить в лагерях, всегда приводите эти сухие цифры. На момент прихода к власти Сталина, берем за основу 1926 год, в СССР проживало 147 миллионов человек. На момент смерти Сталина население СССР составляло 188 миллионов человек. И это учитывая потери советского народа во времена Великой Отечественной войны, которые составили 27 миллионов человек. То есть при правлении самого кровожадного Сталина демографический рост составил 41 миллион человек. И теперь, зная это, ответьте себе на один вопрос. А точно ли Сталин был таким, каким его описывает вся западная пропаганда? А сколько бы населения тогда было, если бы не было Великой Отечественной войны? Риторический вопрос. Напишите ответ в комментариях. Друзья, на этом все. Спасибо всем. До новых встреч. Пока.